Следующий вопрос от Дениса. 24 мая Тереза Мэй анонсировала свою отставку. Вспоминая ваш выпуск, когда вы говорили, зачем поставили правительство Мэй, где вы говорили, что кроме финансового блока все министры были клоунами, условно говоря, то что значит теперь заявление Мэй об отставке и что будет с Брекситом? Брексит будут по-прежнему брексить. То есть процесс продолжается, давление продолжается. Ведь тут же надо понимать простую вещь. Сам Брексит рассматривался как начальный элемент перестроения всей политической структуры Европы, на основе которой должны быть созданы новые языки, новые народы, новые государства, которые будут объединены в европейский исламский халифат. Под это создавалось. Но Россия устояла, и, соответственно, этому стало необходимо стабилизация, собственно, Европы, прекратить ее крушить. И вот в этом отношении Европе бы сейчас одуматься и полностью бы включиться в поддержку России против Соединенных Штатов. Но в Европе тоже проблема с политическими элитами. Так вот, Европе надо какое-то время состояться. А процессы дезинтеграции, так называемые брекситы, всякие фрекситы и прочие там экситы, то есть выходы, они уже были запущены. Остановить их трудно. Значит, их нужно довести до абсурда. И Тереза Мэй со своим правительством как раз и должна была доводить это все до абсурда. Если вы говорите Brexit mean Brexit, значит Brexit значит Brexit, зачем участвовали в выборах в Европарламент? Ну вы же Brexit. Без разницы, Тереза Мэй, не Тереза Мэй, вы выходите. Но в том-то и дело, что политические элиты выпускают в свисток пар всю эту энергию, которая есть у населения. И вот по всему этому, кто называется, по всей Европе настроение покинуть Евросоюз, который слишком уж управляет национальными делами во всех государствах, они растут. Они очень сильно растут. И то, значит, Фрексит, Франция, значит, должна покинуть, то еще там кто-то. Вот. Это все идет. И что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что на этих выборах побеждают евроскептики. Казалось бы, все. Евросоюзу конец. Но, во-первых, евроскептики победили не настолько, чтобы был конец, а во-вторых, вот в 95-м году, на выборах, да, в 95-м году, победила у нас коммунистическая партия Российской Федерации, прошу прощения, что те предатели, что эти. Вот. И, казалось бы, вы можете полностью вернуть страну в нормальное русло развития. И что? Вернули? Нет. Большинство в Государственной Думе принимало все те законы, которые позволили утвердиться в России бандитскому капитализму, которое позволяло не платить зарплаты годами работникам различных отраслей, которая позволяла разрушать и растаскивать Россию по частям. Все легализовали, но при этом они защищали народные интересы. Там все, в 96-м году, как кричал победивший на выборах президента Геннадий Андреевич Зюганов: да я по судам затаскаю, да у нас все протоколы собраны. Где? Что он предъявил? Все в свисток ушло. То есть всегда нужна сила, когда вот управляют, вот мы сейчас про Украину говорили, да, это одна и та же модель. Когда есть определенное сопротивление управлению, и нужно ликвидировать это сопротивление, то этому сопротивлению дается управление сверху
извне, которое поведет, как козел-провокатор, туда, где это сопротивление не будет представлять управлению никакой опасности. Поэтому в Великобритании создали партию Brexit. А сейчас уже сейчас люди задумались, а вообще они что, нас по кругу собираются вводить с этим Брекситом, этой партией? Вот. И все эти евроскептики, они должны возглавить вот этот процесс недовольства населения политикой Евросоюза. А они там действительно, если уж длину морковки, форму определяют, огурцов там и прочее, вот, то есть там вообще до маразма все доведено. Вот. И народ действительно во многом недоволен. Так вот, чтобы это народное недовольство не оказало негативного воздействия на проводимое управление, нужно управляемый стравливание вот этой энергии. Для этого создаются все вот эти вот партии евроскептиков, и которые будут пяткой себя в грудь бить, орать там: мы за выход, да мы завтра страну выведем. Но они будут держать Евросоюз в целости и сохранности ровно до тех пор, пока не будет отмашка сверху, что пора расчленять и создавать европейский исламский халифат. Но это будет сопряжено с дополнительным притоком мигрантов.